Итак, всем доброго времени суток, уважаемые зрители, с вами alekszov, и мы продолжаем играть в Genshin. И сегодня мы с вами будем проходить ивент, который вот уже, блядь, заканчивается буквально. Вот осталось-то, блядь, 6 часов, 7 часов, блядь. Я после работы заебанный, блядь, я должен вообще сегодня быть выходной, но в итоге, блядь, работал. И вот сейчас съебаться придется с этим ивентом. Да. Потому что откладывать уже больше некуда. В последнее время вообще на работе полная жопа, поэтому вообще сейчас не до съемок, не до всего, то настроение херово, это заебанный как черт, то еще что-то. Ой, господи. Ну да ладно. Сейчас будем через быстрый старт это все проходить, потому что там надо попроходить кое-что. Я надеюсь, с этим проблем не возникнет. Конечно, в идеале нужно было это сделать за пару дней, чтобы уж точно, если даже возникли какие-то проблемы, можно было бы там что-то пройти по-быстрому. Но лишь бы не были заняты персонажем. Paimon bets people will be coming up with new and interesting ideas at this time. How about we take a walk around Sumeru City and see if anyone needs our help? Paimon has a sneaking suspicion that it just might pay off. Надеюсь, никакие персонажи заняты не будут. Потому что это будет крайне неприятно. Huh? There's a new bulletin board here. And it has pictures of... But fungi are monsters! We can't let this go ahead. It's way too dangerous. Да ладно, это всего лишь грибы. Let's go check out the tournament. If it's as dangerous as it sounds, at least we'll be there to stop things from getting too out of control. Это всего лишь грибы. Грибы не опасны. Да, тут бы, кстати говоря, еще бы не мешало бы все-таки пройти сюжетку. Да, хотя бы для того, чтобы начать фармить нового босса. В целом, мне никто так и не выпал. Я никого себе так и не выбил. Ни Нилу, ни Нахиду. Тупо никого. Зато у меня... Где эта тварь мелкая? Зато у меня Чича уже нахуй фул созвездия. Отлично, бля. Я не знаю, я, по-моему, нигде не рассказывал, потому что я уже давно не снимал, но... Короче, из-за этого гребаного Сайна... Где он? Вот он. Я выбил его, думал выбить ему оружку. В итоге, блядь, проебал все примагемы, сука, наружу. Сам Сайна мне выпал только со второго раза, потому что мне выпала Чича, да, выпала Сыци и потом только Сайна. И я такой, интересное оружие, давай покручу. В итоге слил нахуй на это все крутки. В итоге у меня теперь есть Сайна, но никакого, блядь, оружия к нему, сука, нету. Нихуя. Я выбил себе... Что мне там выпало? Я даже уже, блядь, не помню. Вот эта хуйня выпала. И... А что еще? Вот это? Нет. Либо вот это... Либо вот это. Я не помню. По-моему, вот это. Что с луком делать, я не ебу. Он хуёвый. И мне не нравится. Я не знаю. Здесь восстанова энергии мне нахуй не нужна. Короче, бля, я недоволен. Я недоволен, сука, этими
баннерами. Я недоволен тем, что здесь, сука, нужно, чтобы гарантированно получить оружие, нужно трижды, блядь, его прокрутить. Это пиздец. Я слил все, я слил всю вот эту пыль, все крутки, вообще все, что у меня было. В итоге я остался без оружия для Сайна, без Нилу и без Нахиды. Еще к тому же. Потому что что? Потому что мне опять выпала, сука, чича, блядь. Короче, я недоволен. Я недоволен, это был... Мне, не знаю, что-то вообще максимально, тотально, блядь, не везет. Какой-то пиздец происходит. Для Сайна еще этих жуков, блядь, выфармливать, это отдельный пиздец. Welcome, contestants, to the nilotpala Cup Beast Tamers Tournament. I am Kautilya, a senior Amorta researcher and the organizer of today's tournament. I'm sure you're probably all very intrigued by the idea of fighting fungi and excited at the prospect of our amazing prizes. But at the same time, you may well have some concerns about the safety of this tournament. Worry not, the wisdom orb we've developed exclusively for this event makes use of Amorta's most advanced intellectual boost technology. It is absolutely reliable and safe. So please cast your reservations aside and enter the tournament with confidence. Also, it gives me great pleasure to announce that this event is sponsored by Mr. Elhingen, a renowned businessman from Fontaine who has generously provided a grand total of 60 million mora for our prize fund. And if anyone is able to prove themselves capable of carrying out Mr. Elhingen's philosophy by passing the ultimate trial, he will be willing to give them his entire fortune. The only other condition is that the winner must agree to carry on Mr. Elhingen's legacy by hosting the nilotpala Cup Beast Tamers Tournament in the future. Whoa! Paimon can't believe that rich guy threw 60 million mora at this event. Just like that. And what was all that about inheriting his entire fortune if you promised to keep his beast taming tournament going? Also, hosted by an academia scholar, huh? Pretty official. Might be a little inappropriate if we just barged in and tried to shut it down. So, why don't we enter the tournament and see if this wisdom orb thingy actually works? No, that's not it. It's just, now that everything in Sumeru has finally settled down, don't you think it'd be a little unfair to Nahida if we keep picking trouble with the academia? В моем случае еще нихуя не улажено, поэтому продолжаем нарываться. Sounded really confident. Paimon's curious about how this mysterious fungi taming device works. Although they've caused this trouble in the past, the fungi aren't just aggressive monsters, right? They're more like wild animals with bad tempers. Нет, это грибы, бля, какие животные? Это просто грибы. Since there's no longer any safety concerns, we don't need to worry. Maybe we can even try becoming friends with the fungi. Paimon thinks that would be fun. Это ж уж вряд ли. Besides, if we do well in the tournament, we'll be able to earn some extra mora. There are basically no drawbacks. Yep, that's the way we roll. Looks like we sign up over there. Come on, let's grab a wisdom orb and enter the tournament. Huh? Looks like the people ahead of us are still signing up. Let's wait our turn. Golden Comet and Silver Companion. So, you're competing too? Золотой метеор.
О, меня так еще не называли. Huh? You know us? But what's with those names? We've never heard them before. You're a tough duo if the posters are to be believed. Some mercenaries who managed to escape from you painted your portraits, warning others to avoid messing with you at all costs. Да ладно, даже так? Ничего себе. Вот это нас боятся. Правильно делают. Мы больные люди, мы их фармим каждый день. Просто мы, сука, ищем их нахуй. Мы достанем их из-под земли и убьем. А все ради ресурсов. Не знаю, нахуя они мне, но нужно фармить. Paimon doesn't know whether to be flattered or to try and explain that we aren't as scary as the rumors suggest. Ага, конечно. Unfortunately, the rules of this tournament state that beast tamers aren't allowed to use their weapons, or even fight each other directly. Your impeccable combat skills won't be any use to you here. The tournament is about capturing fungi, training them, and commanding them in combat. There's no way of knowing whether commanding fungi is a skill you'll be able to master in time. That's true. We've never captured a fungus before and wouldn't know anything about how to get them to fight. Wait a second. You don't look like a staff member. What are you lecturing us for? Who are you anyway? The name's Sania. I used to work for the Eremites, taming grumpy sumpter beasts. Ended up with a reputation for being a beast tamer, so they got me involved with testing the wisdom orb early on. Anyway, my name ain't worth remembering. I'm just an illiterate nobody. All I'm good for is doing odd jobs for Eremite mercs. Just think of me as another contestant. I do have a lot of experience taming beasts, though. Want me to teach you? You guys are worth me getting to know, as allies or opponents. 'Cause either way, you can get rid of some obstacles for me in this competition. Of course, I prefer allies if possible. Well, that was blunt, but also quite honest. It's definitely better to have an expert teach us than figure everything out on our own, right? What do you think? Should we take her up on her offer? All right then. Take this wisdom orb and let's go catch some fungi at the designated area. She gets right to the point, doesn't she? Так а нам зарегистрироваться ж еще надо, нет? А то потом скажут, а вы не зарегистрированы, значит вы не участвуете, значит идите нахуй. This is where you'll capture your fungi. The fungi in this area are highly compatible with the wisdom orb, and they're ideal for training and competing with. The wisdom orb can capture and store fungi. It also serves as a controller. I recommend giving each fungus a code name to make commanding them easier. For example, this one next to me is Pyro 1, which means Pyrofungus number 1. You just go after elements and then number them? Seems kind of boring to Paimon. This fungus looks pretty lively. Why don't we call it Bouncy Happy Shroom? Нет, у меня идей нету. Я не хочу думать. Я после работы, я устал. Thanks, but no thanks. I've got my own way of naming them, and I'm gonna stick with it. It's simple, straightforward. It helps me with managing them. Ну, в целом, да. Давать им номера куда как проще. Это у меня тоже такое есть. Из арка пошло. И я в последнее время, как играл, я динозаврам давал не имена, а просто такие начальный уровень, прибавка за приручение, да, и все. Вот и имя кодовое. Потом пойми, разберись, что там с ним. You're probably used to calling it Pyro 1 anyway. Alright, we'll stop. But wait until you hear the great names we come up with for our fungi. Не знаю, мне товарищ один, который тоже играет в Genshin, говорил, что
Он тоже до последнего момента его затянул. Буквально вчера только начал его проходить и говорит, что тут все весьма так душновато и надолго. Что тут с этими испытаниями очень много всего. Надеюсь, я за 6 часов справлюсь. А вообще это похоже на покемонов. Это тупо покемоны. Геншин изобрели покемонов. Тут что-то как-то куча всего. Поймайте плесенника. Сна будут сейчас всех ловить. Потом что-то раскрывать их потенциал. Ничего не понятно. Процесс турнира. Магазин события. Вот самое главное это, блядь, закрыть магазин события. Надо срочно выформить корону. Ну и желательно вот эти 2 штуки. А времени мало. А, ну и Дори в целом тоже. Ладно, что тут делать? Как? Кого? Куда? Вот. Давайте ловить этих покемонов. Давайте ловить грибы. Так, будем ловить грибы. Не то. Куда я? Что ты сделал? А как целиться? А что я сделаю? А, я переключаю. Я понял. Я забыл, как это работает. Я в целом этим почти никогда не занимался. Один раз кого-то поймал в эту сетку и все. Почему он не ловится? Что я делаю не так? Ну пусть будет молниевик. Что тут? Бам-бам-шапочка. Бам-бам-шапочка. И бам-бам-шапочка. Блин, какой сложный выбор. Ну, в целом, мне нравится бам-бам-шапочка. Ну и бам-бам-шапочка в целом тоже неплохо. А можно еще бам-бам-шапочка. Блин, я не знаю, тут очень сложно. Давайте бам-бам-шапочка. Я думаю, это в самый раз. Paimon's a fungi naming expert. Every one of these will sound really cool when you call them out in the arena. The round hat on this little guy's head kind of looks like a drum, don't you think? The first thing that came to Paimon's mind when she saw it was, if you hit it on the head, it's definitely gonna go bing bong. But look how happy it looks. That means it likes the name. Okay then, Bongo Head it is. Aw, Bongo Head's just like a little puppy. Paimon's never seen this side of a fungus before. Я тоже никогда не видел радостные грибы. From now on, we need to look out for each other, Bongo Head. Okay, let's go catch some more fungi and make a team for Bongo Head. Продолжим собирать покемонов, а потом заставим их сражаться с друг другом насмерть. Какой добрый ивент.
Ага. Продолжаем собирать шапошников. Так, что тут у нас по именам? Прессовик, косковик, пробивник. Прессовик мне нравится. Лесовик, остановик, прохладовик. Лесовик вообще не подходит. Прохладовик, остановик. Бля, давайте прохладовик. Вообще все три варианта хуйня, но... Ну пусть будет. Хер с ним. Great, you've now collected all 4 fungi. The next step is to use the floral jelly provided by the organizers to boost your fungi's abilities. That way they'll be able to unleash powerful skills during combat. Paimon can't believe we're making progress so quickly! It's all thanks to your help, Hania! Huh? Look! Someone's staggering along with a fungus running circles around her. Is she being attacked? О, это же этот новый персонаж, который вышел. Хоть его, блядь, я выпил. She's collapsed! Let's go see what's happening. Она не упала. Она стояла. Или упала. Не знаю. Она уснула, успокойся. I can't go on. Are you hurt? How bad is it? И этот плесенник тыгыдык, тыгыдык, тыгыдык. А он не опасен, расслабься. Pyro 1, take it out! О, покемоны начались. It's not an enemy. It's my shroom buddy. Она выглядит довольно красиво для четырехзвездочного персонажа. Она выглядит вполне себе на 5. I'm just a little too tired to walk right now, but I still need to find 3 more shroom buddies to qualify for the tournament. Это Ганьюнь номер 2. You mean you're a contestant too? Мне не нравится сглаживание, оно какое-то... Я вижу лесенку. I Так не wasn't должно быть. counting on running into other contestants here. Maybe this is the end of the road for me. Twirly Whirly on its own is no match for you. Look after Twirly Whirly for me. Take him with you to the top. А у нее такой голос, как будто она, не знаю, умирает. Hey, don't give up. It's not like we're a bunch of eremites trying to steal your fungi. Your shroom buddies. We're better than that. You should at least hang in there until we're in the arena, so we can compete against each other properly. Hania over here is Я a вижу professional сундук. Я видел beast tamer. сундук. And despite knowing that we might be her fiercest competitors, she still gave us lots of help and advice. Was that supposed to be a compliment? State your name and mission! Golden Comet and Silver Companion shall gladly come to your aid! Really? Then, could you please help me collect the rest of the 4 shroom buddies I need? Does this mean my luck is finally starting to change? My name is Layla. I'm just a student in the Ratawa's Darshan, so I don't have any impressive titles or anything. And my goal is to make it into the quarterfinals. Какой у нее странный вот этот озвучка. If I can make it to the quarterfinals, I'll get to take my shroom buddies home and delegate some of my physical labor to them.
Of course, I'll take good care of them too. Мне кажется, она недостаточно отыгрывает сонного персонажа. Она переигрывает сонного персонажа. Сонный персонаж, ну, лучший персонаж, кто здесь отыграл сонного персонажа. Блять, что я, сука, несу? Я уже сам сонный. Я уже сам не соображаю, потому что, блин, ночь, а мне надо ивент проходить. Короче, лучший актер, который озвучил сонного персонажа в этой игре, это актер Кокоми. Потому что та рыба моей мечты просто как сонный чебурек, я не знаю. А вот это ж слишком переигрывает. Yeah, Paimon read that in the rules somewhere. All quarterfinalists get to take home any fungi of their choice. But what do you mean physical labor? You're a student. Shouldn't you be busy with coursework and writing papers? This is pretty embarrassing, but, so I must have some sort of congenital sleep disorder or something, 'cause I can never seem to get enough sleep, and I'm always really low on energy. О, а вот это прям я. Я тоже, у меня хронический недосып и вечно нехватка сил. Вот это прям я. Вот этот персонаж, это прям я. Только я не красивая тянка, а страшный бородатый черт из берлоги. Even the smallest amount of exercise makes me... Well, you saw me just now. I get so tired, I collapse from exhaustion. So when I said physical labor, I just meant basic stuff like moving books around or fetching things I need from the store. Согласен, я тоже не могу свою жопу со стула поднять лишний раз. You don't need to be embarrassed about that. It's totally normal. Paimon delegates chores to her all the time. Нет, это нихуя не нормально, поймал. First she calls them buddies, then she talks about wanting to live with them. Ridiculous. She sounds just like Elhingen. Well, looks like you've mastered everything already and moved on to helping others. I'm delighted for you. I'll see you around. Good luck. Huh? Why is Ania leaving all? We haven't thanked you or Pyro won yet, Ania. Let's at least go get something to eat together. What's wrong? That beast tamer. Is she angry? Probably not. She's pretty blunt and doesn't make a great first impression, but she's definitely not a bad person. Otherwise, why would she have helped us? Ну, плохой она человек или нет, об этом судить рано. Мы с ней знакомы буквально там минут 5-10. Поэтому мы с ней вообще, можно сказать, не знакомы ни хрена. А зачем она нам помогала, как бы, ну, у нее явно есть какие-то свои мотивы. Нужно относиться к ней с такой, с подозринкой маленькой. Yeah, we'll see her again, and when we do, let's give her some gifts to show her our gratitude. In the meantime, let's follow her example by doing our best in the tournament, helping other contestants, and making sure Layla gets to compete. Thank you so much. I'll try my best to contribute too. I don't want to be a burden to you guys. Nicely done. Now that we put together Layla's team, she should be eligible to take part. Let's head back to the arena and confirm with them. А мы тупо весь этот момент нахождения ей покемонов тупо скипнули. Окей.
Так, обратно на турнир. Кстати говоря, эта Лайла весьма неплохой щитовик, вроде как. Я за нее лично пока не играл, я ее еще даже не докачал. Но в целом у нее щиты весьма хорошие. Ее с Джунли сравнивают, так она вполне себе не уступает ему. Ну, либо не сильно уступает. Плюс у нее щиты довольно долго держатся, и кроме этого еще и восстанавливаются довольно-таки быстро. Ну, то бишь, действие щита и восстановление щита совпадают. А это прям хорошо, потому что вот у меня был щитовик на L, была щитовик на L, и она в целом очень хорошая девочка, но щиты у нее восстанавливаются медленно. Actually, I hope I don't have to fight you guys in the later stages either. Oh? Hello there, little ones. Вот уж кого я точно не ожидал здесь видеть, так это я и Мика. Sure enough, you're at the center of the action once again. You two truly are like the main characters in your own light novel. Ты что здесь делаешь? Miko, what are you doing here? Is Paimon hallucinating? This tournament was advertised far and wide, including all the way over in Inazuma. They even handed out flyers in front of Yae Publishing House. Don't you think a tournament like this makes a perfect candidate for light novel treatment? Yae Publishing House is working on a bestseller that, if all goes to plan, will stay a bestseller for the next 50 years. The theme is friendship and rivalry, so we decided to bring our up-and-coming author Soka here to gather some inspiration. Она будет писать Наруто, либо покемонов. Это весь этот ивент это отсылка на покемонов. I, of course, need to ensure my writer's manuscripts are up to par. So, I will be taking part in the tournament myself to get a little taste of what it's like. Here's my little partner in crime. Soka named it Blitzara. I think it's rather good. Very distinctive. Who knew there'd be such a big turnout? Even Miko's here. Soka, come say hi to the little ones. They're set to be some of the fiercest competition you face in the tournament. You should put them in your novel as major characters. Yes, Chief Editor! For the sake of my readership, I won't back down. I'll beat you! Yeah, just 'cause you're with Miku doesn't mean we'll go easy on you. Ooh, yes, more of that. Do you feel that, Soka? Declaring a challenge to your archenemy in the making before the competition begins is a key plot device that helps build dramatic tension. Она какая-то замученная. С ней все в порядке? I wouldn't say I'm feeling that exactly. Just thinking about competing against Her Excellency's Hanamizaka tour confidant is making me so nervous. I'm losing my mind. Мне кажется, она заболела чем-то. In that case, head back to the inn and capture your nervous breakdown in writing while it's still fresh. This'll make excellent source material, too. Такое впечатление, как будто у нее, не знаю, температура и сильная дрожь от этого. She's terrifying, but she also seems really dedicated to her craft. I hope we can be friends.
And who is this softly spoken little lady? She's our new friend, Layla. We met her while we were out capturing fungi. Layla's entering the tournament because she wants to take her trained fungi back home to live with her. Her goal is to make it to the quarterfinals. Training fungi? And then domesticating them? How fascinating. You must be full of secrets. There's an intriguing story to be told here, no doubt. I'm Yai Miko, a light novel editor. Purely out of personal interest, and right now what I'm most interested in is you. Nice to meet you. The pleasure is all mine. I have no idea how to respond to that. Traveler, Paimon, I really appreciate all your help, but I want to get to know my 4 shroom buddies a little better and prepare for the qualifiers, so I'll go do some training now. Просто я и Мика распугивает всех наших друзей. Don't push yourself too hard, Layla. You'll end up collapsing from exhaustion again. Miko, what are you doing scaring a new friend off like that? Вообще всех друзей распугаешь мне тут. Oh, am I really so terrifying? Well then, I'll simply have to talk to her again another time to clear things up. But that can wait. Judging from your expression, it seems like you have something you want to say to me, little one. I'm comforted to know that you didn't lose your heads amidst the hype, and you're not just in this to have some fun. Unfortunately, though, it appears that we're about to be interrupted. Guji-yae, what an honor to finally meet you. We're so privileged that our tournament is your first destination in Sumeru. Huh? Isn't that the organizer? And that super rich businessman is here too. Goodness, I presume that the tournament is proceeding very smoothly indeed. Otherwise, how would the host and sponsor themselves have the time to spare to chat with contestants one-on-one? How you jest, Guji-yae! Those such as your esteemed self deserve nothing short of the most lavish reception Sumeru has to offer. I see you've already had the chance to try out the Wisdom Orb. What are your thoughts on the future prospects of this technology? You know, with your blessing, it can be introduced into Inazuma, allowing you to swiftly resolve the situation of, Right now, I am nothing but an ordinary editor-in-chief. I'm here to enjoy my vacation and gather some inspiration along the way. And if I can at all help it, I'd rather not concern myself with such weighty topics as the future fate of nascent technologies. Don't be so pushy, Mr. Kautelia. Droning on about the Academia's business ambitions is hardly respectful to our honored guest, who has traveled all the way from the land of thunder to be here. Not to mention that Guji-yae is busy catching up with her friends. I dare say it was both unnecessary and discourteous to interrupt their conversation like this. A most pertinent remonstration coming from you, Mr. Elhingen. You do conduct yourself in such an unobtrusive manner, much as you have in your entire career, quietly amassing an enormous fortune while remaining almost entirely unknown. Why, to hear such high praise from the great Guji-yae is more prestige than I could ever hope for. Please, should you require anything at all, do not hesitate to seek my assistance. Also, to have the renowned traveler here at the tournament is an unexpected delight. I'm very much looking forward to seeing you in action. Miko, they're here to do business with you, right? Should you really be turning them away like this? Especially the rich guy? Paimon thinks working with him could have a lot of advantages for Yae Publishing House. Promoting an entirely new event throughout all of Teyvat so rapidly would be an impossible feat for any ordinary businessman. I, for one, do not wish for Yae Publishing House to be the subordinate partner in a business relationship with him. Besides, the tournament has only just begun. Who knows whether it will go on to be a success? I want to focus on trying to enjoy myself, while keeping one eye open for potential liabilities.
Fungi may look adorable, but they carry potent elemental energy inside their bodies. Letting one's guard down around these creatures would be an unwise move, don't you think? So it wasn't just us. Yeah, we started out with some safety concerns about this event, but the wisdom orb seems pretty amazing. At least all the fungi we used it on have been very well behaved, like our bongo head here. Seems we don't need to be too nervous after all. Oh, Paimon, you're just as carefree and enthusiastic as ever. Well, it's about time for me to get into character. As a contestant, I need to go and get ready for the tournament. See you in the qualifiers. Blitzara, say goodbye to our friends. Coming here was a great idea. Look at us, making new friends, bumping into Miko. Come on, let's go get some floral jelly for Bongo Head's training, like Hania suggested. Короче, тут прям все. Ладно, не все, здесь только Мика. К чему я? Здесь опять происходит какой-то закулисный сюжет. Помимо основной развлекаловки. Ну да ладно. Что там у нас дальше? Так, здесь не все завершено. Так, это недалеко. Пробежимся. Ah, the champions-to-be, here at long last. Come on now, use the floral jelly and awaken your fungi's true potential. Цветочный агар. Звучит как какое-то запрещенное вещество. Champions to be? Thanks for the compliment. So you've heard about us too? Мне кажется, это стандартный комплимент для всех подходящих. Of course. I was standing right next to you when you collected your wisdom orb. I couldn't find a convenient opportunity to introduce myself, as Hania was busy explaining the tournament to you. With an expert mentor like Hania, I'm sure you'll become excellent beast tamers in no time. If even the staff are singing her praises, Hania must really know what she's doing. Well, all the more reason to give it our all. Так, тут нам надо желешки перебирать. Ну давай. Кого? Какого покемона мы будем качать? Плесовик, прохладовик, молниевик. А, я могу только пока этого. Ладно. Ну давай. Его нужно эволюционировать. Evolution сделать. Ему нужно. Ага. Окей. А, тут количество ходов есть. А, нет. Здесь нет количества ходов, здесь просто есть счетчик ходов.
Возможно, дальше появится количество ходов. А, розовый вообще вниз надо. Я понял. Я понял. Я дурак. А что, зачем? Не знаю. Во. Отлично. Он подрос. Не знаю, зачем пробовать еще раз. Теперь можно вырастить следующего. Ну. Ладно, надо вырастить их всех. О, кстати. Эльхинген, это кто вообще? Я нихуя не понял.
И нахуя? Buddies should be able to fight at full power now. We still have some time before the qualifiers start. Maybe we should spend some more time training our fun guy. Тренироваться. Куда? Зачем? Архив плесенников. Хилит, атакует, защищает, усиливает. Так, здесь на защиту и на атаку. Ой, ё-моё, что тут много всего. Ладно, куда там нам? Глава 2 завершена. Ой, тьфу ты, глава 1 завершена. Глава 2 доступна. Не знаю, что тут... А сколько здесь вообще глав? Это, конечно, вопрос интересный. Так, ну давайте посмотрим, что тут вообще с этими плесенниками. Никогда не играл в покемонов, но все бывает впервые. Хорошо, обычные противники. А у меня... Так. А что я на Е делаю? Я типа могу прицеливаться. А. А сколько здесь
этих фаз. Это все? Нет, это не все. Ну давай. Честно, я вообще не знаю, влияю ли я хоть на что-нибудь. Но я что-то нажимаю, что-то происходит. Вернее, что-то происходит и без моего нажатия. Но я буду думать, что это я что-то делаю. Окей, я что-то прошел. Здесь вот уже что-то стояло. О! А, кстати, я где-то там видел же сундук, точно. Так, и что дальше? Участник, зритель. И еще один зритель. Ладно. Наверное, на этом пока закончим. Да. И продолжим уже в следующей серии. Посмотрим, конечно, насколько длинным это все будет. И насколько, соответственно, серии это все выйдет. Ну, а пока что на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока. До скорых встреч.